Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. События будущего. Что ждет? Таро прогноз на декаду на 10 дней, с 1 по 10 июля. Давайте узнаем, что же ждет, какие подсказки нам раскроют карты, и останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, вы люди интуитивные, и поэтому какие-то подсказки вы все равно получите. Ведь когда мы смотрим, будь то расклады, будь то прогнозы, все равно каждый из нас думает о чем-то своем. Перекладывая то, что у вас сейчас в жизни происходит, на те образы карт или подсказки, опять же, которые они нам несут. Значит, что-то мы можем улучшить в своей жизни. Итак, давайте узнаем, что же ждет. Кто или что спешит в вашу жизнь? Вот в эту декаду. Какие тут будут новшества, изменения? Может, вы и сами тут что-то задумаете менять, а может быть, это вы куда-то будете торопиться, спешить. И как вот это увязывается с событиями в нашей жизни, то есть в вашей, точнее, истории личной. Что происходит, будем говорить, в связи с тем, что кто-то или что-то спешит в вашу жизнь. Что случится, что произойдет, давайте узнаем. Первое событие. Второе, что случится, что произойдет. Третье. И планета Уран 7 числа у нас заходит в знак зодиака Близнецы. Пусть это первый заход, это на несколько месяцев, но уже мы сегодня видим, что вокруг что-то меняется, наша жизнь тоже меняется. Но тем не менее, может быть такая и по планетарным транзитам ситуация, как некое дежавю. Или когда какая-то похожесть, да, в которой мы уже прежде находились. Это касается конкретно либо ситуации, либо конкретного человека. Тут и человек может тоже попытаться вторым заходом прийти в вашу жизнь. Или какое-то может поступить еще раз предложение. Или вы сами будете что-то из прошлого, то, что было уже поставлена точка, а тут вы попробуете какое-то многоточие, может быть и так. Вот давайте узнаем, в чем вы поставили точку, оказалась запятая. И к чему в конечном итоге эта ситуация приходит. Как будет меняться ваша жизнь с первых дней июля. И посмотрим энергии по основным сферам жизни. Сфера достижений, работы, учебы, ваших планов, каких-то, может быть, долгосрочных или документов. Энергия денег, финансы, любовь и личная жизнь. Что или кто спешит? Вот интересно. Вообще, вы тот знак зодиака, когда я делаю видео самым последним, очень у многих выпадают девятки. И девятка всегда вибрирующее число. Это мы, ну, в момент перехода между прошлым и будущим находимся. Ну, я могу предположить, что в июле действительно, даже вместе с Ураном, мы можем услышать какую-то новость. Даже, может быть, это в средствах массовой информации. Мы об этом, даже если и догадывались, то могли думать, да нет, такого не может быть. Где-то прогоняли эти мысли. И тем не менее мы можем столкнуться с тем, что ну надо же, а ведь на самом деле по какому-то предполагаемому сценарию развиваются события. И правда, уже те механизмы, которые были запущены много времени тому назад, но мы этого не видели. А тем не менее, они продолжат развиваться. Вот это тот маховик истории, который набирает ход сначала медленно, и для нас создается иллюзия того, что да нет, такого не может быть. А потом, тем не менее, этот ход убыстряется, скорость, и как жизнь набирает темпы, мы понимаем, не на самом деле жизнь меняется. И мне ничего другого не остается, как тоже где-то идти в ногу со временем. Девятка мечей – это карта искаженного восприятия. И я должна сказать, ваш планета-управитель, Нептун, мои дорогие, в соединении с Сатурном. Сатурн – это рамки, это какие-то жесткие принципы, это какой-то порядок, это структура. А Нептун – никаких рамок. Никаких таких жестко фундаментальных принципов. Это мир ощущений. И девятка мечей, ведь это искаженное, если мы говорим восприятие. Так вот, соединение вот этих двух планет создает в нас самих некоторый конфуз. Мы можем настаивать на том, в чем мы были уверены. Или считали, это по праву принадлежит нам. Или мы считали, что по-другому не может быть. А здесь нам заставляют, как пространство, Вселенная, это все переиграть. Открыть, по сути дела, глаза
и чтобы мы оценили в реальной жизни, как обстоят дела, вопросы. Здесь именно открыть глаза нужно, потому что не все наши предубеждения, они в реальной жизни как бы проигрываются. Давайте откроем. Здесь какая-то тайна может у вас открыться даже. Или когда вы окончательно будете делать какой-то вывод и одновременно выбор. И вот вторая карта замечательная. Это карта успеха, аркан колесницы. Да, у кого-то может даже банально, хотя все же это старший аркан, но иногда он символизирует наше авто или средство передвижения, когда вы пытаетесь решить, да, этот вопрос, может, менять нужно машину, банально скажем так. Но это все-таки карта успеха, которая говорит, не оглядывайся назад, теперь тебе отсюда только вперед. И прежние шаблоны или модели нашего поведения, нашего восприятия, опять же, про это соединение Сатурн и Нептун уже не срабатывает. Ваша интуиция будет давать вам правильные подсказки, но пока еще не время настаивать. Мы еще не отработали новый способ взаимодействия с людьми. Или как мы будем развивать свое творчество, таланты. В принципе, куда мы пойдем. Это еще только самый первый начальный момент. Прошлого уже как будто нет, а будущее оно еще не родилось, еще не отстроилось, не сложилось в какую-то конкретику, в последовательность событий. Нам просто нужно делать первые шаги вперед и при этом беречь себя. Вот перемены спешат в вашу жизнь. Вот и тут ведь как-то это связано с внешними событиями или с внешней какой-то историей той местности, в которой вы находитесь. Меня смотрят люди из разных стран. Кто или что спешит в вашу жизнь? Рыцарь мечей. Иногда эта карта бунтарь без причины, пусть не в этой колоде, но очень точно передает. Мы сами можем взбунтоваться и сказать, да елки-палки, что за ерунда. Вот такое что-то может происходить. Мы с чем-то поначалу не можем согласиться. Это не вписывается ни в рамки нашего понимания, может быть, каких-то традиций или тех планов, которые мы себе уже построили на будущее. Скорее всего, и планы придется менять. Вы можете столкнуться с конкретным человеком, который, ну, такой жестко, безапелляционный, говорит, делай так, не делай эдак. Или вас к чему-то призывают. Вот призывать вас точно могут. И тут все средства хороши. Кто-то вам может льстить и говорить, нет, давай соглашайся, это так классно, это так тебе полезно, ну, в каких-то моментах будет. Или наоборот, нет, ты делаешь все неправильно, надо не так, надо по-другому. Ни первый, ни второй вариант, он не говорит о правильности суждений. Это чья-то чужая субъективность, мои дорогие рыбы и рыбки. Не переносите ее в реальность и не принимайте чьи-то домыслы вот так вот, просто потому что человек настаивает. Вы столкнетесь, мы спросили, кто или что спешит в вашу жизнь. Вы столкнетесь с такими сильными энергиями со стороны других людей, когда действительно, как и спорить могут, или наоборот, вам обещать золотые горы, а истина, она где-то рядом. Самому не время выносить вердикты. Рассматривайте все варианты. Далее вы уже выберете что-то, отшлифуете, поймете, что полезно вам, а что-то, может быть, да ну его, не надо мне такое. Но пока это еще первые шаги, повторяюсь. Еще очень сложно определиться сразу. Тут какая-то и ситуация должна как бы развиться или продолжить свое развитие. И вы, возможно, в ней участвовать. Но это лишь пока участие, когда вы наблюдаете и делаете выводы, чтобы потом принять окончательное решение. Поэтому карта где-то у тебя не должно быть какого-то искаженного восприятия, потому что и наперед будет все меняться. Хорошо, с чем это связано, что случится или произойдет. Но все то, что я сказала по девятке мечей. Четверка мечей, мы приводим мысли в порядок. Мы складываем оружие, мы ни с кем не спорим, мы никому ничего не доказываем. Есть – хорошо, нет – тоже хорошо, почему нет? Тут любой вариант подойдет. Но, наверное, что бы тут ни было, или о чем бы вы не размышляли, о чем бы вы не сожалели, вот это все не имеет почему-то на начало июля принципиального значения. Оно может иметь значение для вас, но для конкретных каких-то дел, а у вас серьезный старший аркан, который прорыв вообще-то своеобразный к успеху обещает,
Поэтому не время для эмоций, мои дорогие. А вот для логики и приведения мыслей в порядок тоже ведь где-то карта дает значение. Избавься от ментального мусора, приведи свою жизнь в порядок и мысли для начала тоже. Тут все будет меняться. И будь гибче, будь мудрей. Может быть, и придется, как Чарльз Дарвин сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться, адаптироваться. Я часто говорю, вторая половина 2025 года– это время адаптации. Помните об этом тоже. Итак, что случится или произойдет? Вот это да. Нет слов, мои дорогие рыбы и рыбки. Вообще такое вот, я даже не помню, чтобы такое было в одном раскладе. Обычно я выкладываю карты, чтобы они были как начало и какое-то продолжение. Или, ну, была какая-то цепочка взаимосвязи, логики, скажем так, между вот вторым рядом. А вот какая тут логика? У вас две карты колесница, два старших аркана. Во-первых, это драйв, поэтому будьте готовы к перемещениям, будьте готовы к неожиданностям, будьте готовы где-то к скорости. Может быть, много поездок предстоит, много, в принципе, времени вам придется или работать, или быть на ногах, вот мы как говорим, да. Поэтому где-то себя подготовить и уделить внимание отдыху, безусловно. Вот где-то четверка мечей нам тоже говорит, настройся сразу, полноценно отдыхать. Иначе, если у тебя будет недосып, часто девятка мечей, а бессонница, инсомния. Вот мы лежим полночи, что-то додумываем. Там ни одна рациональная мысль ночью не приходит. И не случайно в народе есть такое утро вечера мудренее. Правда, на свежую голову, на свежие мысли и нужно принимать решения. Но вот отдыхать, помните, уставшие люди делают ошибки. Может быть, это даже для кого-то из вас много быть за рулем. Тогда дважды, трижды, мои дорогие рыбы и рыбки, отдыхайте. Мы потому что знаем, что если не доспал где-то, то и концентрация внимания падает. А это не должно вам как-то мешать. Вот время какой-то особой сосредоточенности. Здесь что-то нужно и не проморгать, но и с другой стороны не согласиться на какую-то ерунду. Вот я тут вижу, не все так однозначно. Здесь еще и что-то скрыто. Опять же, все то, что я сказала. Мы пока еще не знаем, как там дальше будут развиваться события. Но прошлое завершается, а будущее еще пока не отстроилось. И здесь любой поворот событий, будьте к этому готовы. И разные люди, кстати. Может быть, вообще вы окажетесь в каком-то новом социуме. Ну, может быть, кто-то будет уезжать на отдых, и тогда это для вас просто путешествие. Но хотя арканы серьезные, и здесь все равно, как пространство, Вселенная запускает перемены, которые будут продолжаться. Это не только с 1 по 10 июля, а продолжение следует до конца июля. А кто знает, старший аркан может говорить. И вообще какая-то ваша, как реальность преломляется, парадигма жизни, может быть, и принципы вы свои пересмотрите за июль месяц, и я это тоже не исключаю. Что же случится или произойдет? Для вас себя не обесточить будет очень важно. Пятерка пентаклей, 5 всегда недостаток. Помните, у нас вверху бунтарь без причины. Здесь может быть, если мы начинаем в какой-то конфронтации быть сами или кому-то что-то доказывать, или сами становимся вот этим бунтарем без причины. Вам это не помогает, это точно. Держите нейтралитет, потому что по пятерке пентаклей недостаток денег и недостаток взаимопонимания. Значит, нет места конфронтации, даже если вам кто-то не нравится, да и ладно, пусть идет куда хочет. А если по деньгам какая-то ситуация, то тут тоже приходится считать просто-напросто. Стоит Овченко выделки? Стоит мне этим заниматься? Будет это для меня каким-то прогрессом? Или это дорога в никуда? Вот такие вопросы вам придется решать. В чем вы поставили точку, а оказалась запятая или многоточие? Тут, правда, какая-то, ну, не то что запятая, многоточие. Тут какие-то возможности перед вами открываются. Колесо фортуны. И это фортуна. Если две карты успеха, но это не тот успех, который вот буквально за 10 дней. Нет, это постепенно будут так разворачиваться события. А вы вот на том первом этапе, когда вам нужно что-то и не проморгать, как я сказала. А колесо фортуны– это сама по себе фортуна, удача, возможность. И иногда возможности к нам приходят совсем не так, как мы это предполагали или хотели.
Вот здесь еще, опять же, что-то не упустить. И помните, всегда цикличность идет по этой карте, потому что колесо. И нам говорят, это сейчас. Колесо идет наверх, как будто темп набирает, и ты вот-вот будешь на этом пике. Ну, во-первых, это не так, на пике возможностей, я имею в виду. Но это не так сложно, не так просто, точнее, и удержаться. Нам девушка показана, она танец танцует на цыпочках на вращающемся колесе. И вот вам что-то такое нужно будет сделать, как держать баланс, равновесие, как и внутренний баланс. Про эмоции мы только что с вами говорили, но, может быть, и по финансам-то тоже. Здесь время рационально и как-то по-другому видеть жизнь. И использовать, может быть, примерять на себя любую возможность, от чего-то не отказываться. К чему это все идет? Работай, у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Ну, сразу лавры нам не обещают, а тем не менее фортуна. Успех придет позже, 2 карты сказали об этом. Но если вы с чем-то определяетесь, и потом будете планомерно вот так вот продолжать. Ведь эта карта, когда мы действительно, ну, где-то проявляем свою настойчивость, когда мы уже увидели, в какое направление нам полезно, интересно, хочется продолжать. И потом мы готовы пройти какой-то путь так настойчиво и терпеливо, чтобы развить в себе самые лучшие навыки, для того, чтобы для себя, как новое направление какое-то, ну, не просто увидеть, я бы сказала, застолбить, можно сказать и так. Ведь это карта профессионала. Когда растет ваш профессионализм, и уже вы что-то умеете делать очень хорошо, значит, прежние какие-то скиллы, навыки, ваши ресурсы, ваши таланты, мои дорогие рыбы и рыбки, они вам пригодятся, это точно. Есть какое-то направление, где вы себя можете как раскрыть. Может быть, узнать самого себя заново. Вот что-то очень интересное стремится войти в вашу жизнь, как изменится ваша жизнь. Смотрите, 6 – это карта заслуженного успеха. Ох, какой у вас тут интересный поворотный момент может быть. В июле, с первых дней. Будьте внимательны. И правда, поездок, переездов будет много, но для этого, чтобы вот этого успеха достичь, нам говорят, ты должен отплыть от прежних берегов. И это у кого-то новые начинания, у кого-то новая должность, у кого-то новый вид деятельности, новый вид заработка, может быть, дополнительный вид заработка, дополнительный вид дохода. Это карта про изучение и обучение. У кого-то изучение иностранных языков, и это вам все помогает. У кого-то языка программирования. По этой карте проходит пространство, эфир, интернет. Может быть, в принципе, какую-то работу вы будете посредством интернета тоже выполнять, и это есть какой-то прогресс. Вот есть, как и ваш интерес, и есть какие-то перспективы. И словно в июле, может быть, именно в первые 10 дней вы чувствуете, что тут первое и второе можно сложить в какой-то красивый узор, с многообещающим продолжением. Не упустите, правда. Сфера ваших достижений. Но еще пока 1000 неопределенностей. Поэтому и не будьте безапелляционны. Слушайте интуицию. Берегите себя. Будьте где-то в стороне от толпы. Если вы оказываетесь в коллективе, в таком, где, знаете, любят какие-то кулуарные беседы, это тоже своего рода толпа. Как создается, бывает такое. Одна коалиция, вторая, и вас тянет. То одна к себе призывает, да, вот бунтарь без причины. Это тоже может быть. Чтобы вы приняли именно одну какую-то или одной стороны точку зрения, ну и вторая половина тоже вас к чему-то противоположному. А вы как истина, где-то рядом. И не там, и не тут. Мы именно сохраняем баланс. Слушайте интуицию. Она вам дает правильные подсказки. Но любой толпы, даже и на улице, кстати, если вы случайно оказываетесь. Меня несет толпа. Вспоминайте эту фразу. Когда мы в толпе, мы не управляем собой. И это та общность, когда если что-то потом пойдет по-другому, и какую-то группу людей, к примеру, даже обвиняют в чем-то, то и вы в этом коллективе можете оказаться. Не рискуйте собой, мои дорогие рыбы и рыбки. Вот об этом как карта предупреждения. У вас как будто другие цели. А вас могут пытаться свести с пути истинного. Ну вот как-то так. Финансы. Так тут и по финансам перспективы. Приготовься к тому, что ты... Вот посмотрите, лестница. Ты эту ступенька за ступенькой будешь совершать вот этот подъем. Это может быть и творчество, вдохновение. Это действительно у кого-то все-таки на деньги. Иерофант нищий не бывает, прямо скажем.
Это какие-то учреждения могут быть, у кого-то и банки, важные согласования, предложения по работе. Карьерная лестница сама по себе может быть, а вверху у нас карта восьмерка пентаклей. Все, что я сказала. Тут какие-то очень добрые перспективы на заработке, когда вы сможете уже проститься с каким-то недостатком по финансам. Или вот какое-то есть направление, явно, будьте внимательны, которое для вас открывает новые возможности. Причем не просто сиюминутно, а на более продолжительное время. И вам это как по судьбе. Возможности, опять же. У кого-то, может быть, и в банке. Но вот семерка чаш, выбор нужно делать. Вот вы будете на каком-то выборе. Принимать, не принимать, решиться, не решиться. И пусть это на личную жизнь и на любовь. Я допускаю, может быть, и по любви тоже. Продолжать отношения или нет. Есть желание или нет. Особенно для тех, кто один или одна, или в сложной какой-то ситуации. Но больше я вижу... Ведь это карта прокрастинации вообще. Это когда просто у вас есть какая-то ситуация выбора. И вам нужно это сделать выбор однозначно. И вы не можете долго ждать. Вот прокрастинация – это когда мы тянем время. Или глаза у нас разбежались, да, 7 чаш, какую выбрать? И тем не менее выбор, он должен быть вот таким рациональным, осмысленным, но он не должен превращаться в какую-то перманентную паузу. Поэтому выбор вам предстоит делать. И я так вижу, на кону стоит что-то важное. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. Я благодарю вас за ваши волшебные комментарии. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.